Слушаю и не верю. Это новый формат для тех, кто хочет начать монетизировать свое хобби, и для тех, кто уже в пути, но ему хочется чего-то сложнее, чем просто soft skills, мягких навыков и истории о том, как изменить свою жизнь, написав элементарный план. Также эти видео пригодятся тем, кто хочет и никак не может решиться купить очередной курс для того, чтобы понять, у кого стоит приобретать, а у кого не стоит. И вообще, нужно ли вам учиться, а может быть лучше приобрести индивидуальную консультацию. Слушаю и не верю. В этом месяце на просторах интернета я встретила несколько супер в кавычках идей, которые меня очень глубоко зацепили. Я хотела бы поделиться своими мыслями с вами. Это не означает, что я абсолютно права. Возможно, если вы протестируете это в своем деле, у вас получится идеально. Но исходя из моего опыта, я бы подала эти советы очень большому сомнению. Не показывайте свою экспертность. Ни в блоге, ни на первой консультации не будьте экспертным экспертом, потому что так делают только те люди, которые боятся выйти за рамки привычного. Они боятся, что у них ничего не купят. Именно поэтому лучше ходить в купальнике по дому, снимать разговорные видео, озвучивать их на фоне, но только не рассказывать об умных вещах. А зачем? Ведь так это скучно, неинтересно, кто это будет слушать. И вот моя мысль по этому поводу. Раскрывая такой контент, ты думаешь, ну а что там внутри? Что будет? За что будет, собственно, уплачено? Что я куплю, если открою этот курс, если заплачу эти деньги этому блогеру? А в маркетинге для инфобизнеса существует такое понятие, как отчуждаемая польза. То есть это часть той информации, которую ты даешь абсолютно бесплатно, легально, для того, чтобы человек мог взять эту информацию и применить ее здесь и сейчас без твоего участия, тебе якобы не заплатив. Но на самом деле он отдает тебе свое внимание, проверяя твои советы на практике. Он понимает, что ты либо говоришь правду, либо неправду, и на основе вот этой отчуждаемой пользы и зарождается понятие о вас, как о специалисте. Люди начинают говорить, да, вот этому человеку можно доверять, он классный, умный. Но если не показывать свою экспертность, то получается, что же мы будем о себе говорить? Если мы не показываем свою экспертность, значит, мы как бы не приоткрываем коробочку с нашим товаром. А как же тот товар, который продается в магазине, который лежит на полке, который мы можем потрогать, примерить и вернуть в течение 14 дней? Или вы думаете, что защита прав потребителей, ее закон не распространяется на инфопродукты? Еще как распространяется. И их тоже можно возвращать. Ну, конечно, перед этим эксперт должен обратиться к юристу, чтобы ему составили правильную политику конфиденциальности, чтобы потом, если курс не понравится, никто не имел к нему претензий. Но в судебном порядке можно доказать, что вот этот великий курс с великими знаниями полная чушь. Как же в таком случае быть? Получается, что если эксперт не показывает, что он умный, не показывает, что он умеет делать, выходит и не эксперт он вовсе, а продает мыльные шарики. Но какая разница, если вас учат продавать непонятно что и получать за это непонятно как 100 тысяч денег? А вот еще. Допустим, пришли мы в интернет-магазин, и там присутствуют технологии, защита каких-то данных, картинок, изображений. То есть весь мир сейчас напрягается, старается. Зайдите, например, на Amazon, я не знаю, зайдите на крупные торговые площадки в вашей стране. Посмотрите, насколько это все защищено. Не понимаете? Посмотрите видео программистов, как они делают свои продукты, чтобы защитить те же самые интернет-магазины. Они даже картинки свои берегут, но все-таки
и их показывают. А это значит, что логично было бы для того, чтобы что-то продать, хотя бы какую-то часть из этого продемонстрировать будущим потребителям, чтобы они поняли, стоит вообще к вам обращаться или нет. По поводу того, что показывать, а что не показывать. Но ведь это так просто. Ты показываешь чашку, значит, ты продаешь чашку. Сигаешь в купальнике, значит, продаешь купальник. Ну, показывая что-то другое, значит, соответственно, что-то другое и продаешь. И из этого делаем следующий вывод. Не показываешь свои мозги, не показываешь свой интеллект, не показываешь свою экспертность, значит, ты не экспертность вовсе продаешь, а, наверное, хитрость или, я не знаю, что-то под ней. Мне очень нравится фраза «Я продаю образ жизни». Окей. Продаешь образ жизни, и это актуально, конечно, для лайф-коучей, для менторов, которые показывают человеку, ну вот посмотрите, вот у меня было так, а стало так, потому что я делал то-то, то-то и то-то. Но ключевое слово-то я делал, а значит, я показал. Наш бизнес мы не показываем знания, экспертность, не показываем продукт. В чем считать наши результаты? Вот, допустим, вы пришли к лайф-коучу, и он говорит, я вот живу в теплой стране, у меня все так вот замечательно, вот посмотрите, я вот блог веду, ну и что? Если ты не показываешь знания, значит, ты показываешь просмотры и лайки, да? Ну, давайте, хорошо, результаты будем считать в миллионе подписчиков на YouTube. Ну и что? Или в 100 тысячах подписчиков в Инстаграм. Ну и что ж, ну и что? Ну и какой из этого результат? Что этим можно доказать? Да на самом деле на таких каналах и монетизация это может быть не подключена, потому что контент не годится. Наверное, результат у таких экспертов лучше считать в судебных исках. И это уж точно, наверняка, ну и законно. Большинство специалистов говорят банальные вещи или в комментариях пишут, не мне, кстати. Да, вот ваши видео смотреть все равно, что в кино сходить. Одно развлечение, толкового вы ничего не делаете. И получается, что народный глаз говорит о том, что им бы хотелось бы чего-нибудь по существу, и что они не такие глупые. Но ведь просмотры-то как-то зарабатывать надо, привлекать широкую аудиторию. И это две взаимоисключающие вещи. Либо ты очень умный, и тебя смотрит 74 человека, либо ты говоришь банальные вещи, и тебя смотрят все. И если эксперт действительно перегибает палку и говорит какими-то сложными фразами, терминами, профессиональными, выходит, что его и понять не могут. Его могут понять только такие же эксперты, как и он, а люди простые, которые хотят расти, понять его не могут. Но хоть что-то потихонечку объяснять можно, даже если вы начали с нуля, то, наверное, стоит усложнять. И вот тогда контент раскроется, и ваш личный бренд будет основываться не только на том, что вы сигаете с одного курорта на другой, а еще и на том, что вы дела делаете. А вы скажете, большинство зрителей, ну ведь скучно слушать такое вот занудное. Да поймите, не потому что они глупые, скучно, а потому что они уставшие. Если вы, как оратор, сможете проиллюстрировать ту мысль, которую вы хотите донести на реальных историях, поучитесь, кстати, в TED конференция. Есть очень классные книжки, как они учат формировать мысль. Так вот, там написано, как проиллюстрировать вашу сложную речь на простых примерах. И тогда станет понятно, ну чё уж там. Но ведь это не значит, что не нужно показывать экспертность вообще. И я говорю сейчас о конкретных вещах, просто не называя имен этих людей, которые говорят нам о том, что да, если человек пришел к вам на менторскую консультацию, Боже, сохрани давать ему истинную пользу. Нет, пусть он к вам запишется на курс и будет ходить к вам еще полгода. Да не будет он к вам ходить. Не будет и другим скажет, что вы пустышка.
Потому что вам же сказали на каких-то курсах, что вы должны просто человека послушать. Вы должны задать ему наводящие вопросы, пусть все это время говорит он. А если вы на себя тянете броню эксперта, то ему станет скучно. И ваша менторская поддержка покажется ему какой-то скучной лекцией, и он скажет: ну что, это так все будет всегда? А что, мне еще работать придется? Вы хотите большого роста, вы хотите красивых кейсов, вы хотите положительных отзывов. Вы этого хотите? Вы же хотите выстроить компанию на года, а не на один день. Ну, если так, то все-таки работать придется. Ну, а если главное денежки получить один раз, ну, а потом еще можно и в милицию сходить по заявлению, то тогда экспертность показывать не надо. Да чё уж там, все мы с вами умные. И курс о том, как яичницу пожарить, записать сможем на раз-два. Так чё ж мы бедные такие, сидим с вами и ожидаем чуда. Вроде бы как-то все больше и больше людей испытывают разочарование в Инстаграм. Закрывают страницы, возвращаются снова, приходят на те же самые курсы о том, как делать красивый визуал, цепляющий рилс и снимать всего лишь 5 сториз в день, тратя на это 30 минут. Воронки продаж. И звучит это сейчас уже как некий вид проклятий и заклинаний. Я, говорит, тебе дам схему, которая точно будет работать. Я тебе ее продам, а ты только мне заплати. И вот в этот момент вы обречены, потому что вместо того, чтобы приобретать это, можно немножко потрудиться, пойти в интернет и почитать там, что это такое. А лучше всего понять сразу, изначально, что каждая воронка продаж будет рассчитана под индивидуальную аудиторию, и общей одинаковой схемы для всех людей просто не существует. Именно поэтому на свете есть такая профессия, как маркетолог. Вот, и у него лучше всего и проконсультироваться, а может быть даже взять и поддержку проекта. И вот тогда вам создадут именно ту воронку продаж, которая подойдет именно под вас, под ваш личный бренд, под ваш образ жизни, чтобы вы не перетруждались и не выгорали, да еще и под ваш продукт. А под каждый продукт, да и не просто, а под каждый отдельный продукт. И вот тогда это будет правильно. А все то, что вы хотите купить в интернете, конечно, покупайте. Желательно в кредит. А что такое личный бренд? Личный бренд, как говорят нам, это вот вы сами, каждый из нас уже имеет бренд. Да, личный бренд – это то, что вы умеете делать. Личный бренд – это ваши профили в социальных сетях, это то, о чем вы рассказываете, то, в чем вы помогаете, то, в чем вы эксперт. Вот это вот личный бренд, да-да-да-да. И как вы его несете, как вы популяризируете, сколько у вас там миллиардов подписчиков на вас смотрит. Вот это личный бренд. А вы знаете, тенденции личного бренда будут становиться гораздо сложнее, потому что вот уже просто так, как у нас там в шоу-бизнесе, наверное, будет получаться труднее. Люди же уже привыкли к тому, что ну вот, появился новый блогер, раз-два, пора выпускать на него разоблачение. Очень уж интересно поковыряться в том, насколько он умный и с кем он там кофе вечерами пьет. Поэтому придется поработать. И когда нам говорят, что вот в этой жизни все так легко и просто, и ты тоже так сможешь, черт побери, вам же никто не показывает, как реально это происходит. И почему один текст курса перекупается другими блогерами, и они снимают видео слово в слово одно и то же, и даже не утруждаются себя тем, чтобы заморочиться и принести в эти священные знания какой-то свой уникальный опыт. Ну вот, может быть, и поэтому наш асфальт еще не покрыт золотой по талию, и все мы не сидим в норковых мехах. А так хотелось бы, правда? Публика уже насытилась слишком простым и слишком сложным. Конечно, ей не хочется вникать в сложные терминологии, да и зачем, собственно, получать новую профессию. Хотя и тенденции сейчас такие есть, что мы все переучиваемся, мир меняется, растут технологии, им, конечно же, нужно соответствовать. Мне кажется, даже
кондукторов в троллейбусах в некоторых городах уже совсем заменили. Поэтому, наверное, стоит прислушаться к тому, чтобы изучить что-то новое на практике, а лучше сразу начать действовать. И да, конечно, вы скажете, ну зачем нам изобретать велосипед, если можно приобрести уже что-то у человека, который доказал нам, что вот он может. А чем, собственно, доказал? Если он купил, например, уже готовый YouTube-канал с накрученными подписчиками и вещает вам оттуда о своем успешном успехе. Если он, допустим, попросил у каких-то своих друзей пару миллионов для того, чтобы все это организовать, ну и какой он нахрен бизнесмен? Но ведь не получается вот эта история. Поэтому вы стараетесь проследить за человеком как можно дольше. Или не так? Значит, личный бренд, получается, не может возникнуть просто так на пустом месте. И обращаясь к историям успеха этих людей, нам бы следовало посмотреть, а как на самом деле они развивались. И если эта личность, этот личный бренд вырос как грибочек после дождя, непонятно откуда, стоит задаться вопросом, ну, а кто ты такой вообще? Что ты умеешь? Кто ты? Ну, вот и все. Ответив на этот вопрос, сразу станет понятно, стоит ли тратить денежки или, может быть, лучше найти специалиста, который уже много лет работает в этой сфере, прийти к нему за консультацией и сказать «Помогите!» Вот, и тогда уж точно все получится. Происходит у нас смена тенденций. Видеокурсы потихонечку выходят из моды, потому что уж слишком много разоблачений. Хорошо, давайте представим, что вы экспертный эксперт, есть у вас знания, и вы хотите записать свой продукт, автоматизировать продажи. Ну и вот оказывается, что видео вы записали, либо как по советам инфопродюсеров начали продавать, еще не отсняв, а потом что-то случается, деньги придется вернуть, потому что вы не можете его записать, или что-то пошло не так, или вы не записывали, а потом записали, посмотрели, а видеоряд откровенное говно. В общем, очень много вопросов, и поэтому сами курсы, даже уже и выпущенные, люди не хотят смотреть. Ведь это же долго, это трудно, это порой скучно, а если в курсе не прописана геймификация, то и зачем он вообще нужен? Это же просто невыносимо это выдержать. Ну и что с того, какой сертификат я от этого получу? Нарисованный в фотошопе, да я и сама его себе нарисую. Ну и в общем-то люди задаются вопросом, а зачем вообще их покупать, эти курсы? Тогда какой же продукт выбрать эксперту? Ну вот и пишем мы гайды, создаем клубы, проводим ретриты, консультации. А что дальше? К чему дальше мы вернемся? Наверное, к услуге. Когда за человека нам все придется сделать самому, а еще лучше нанять целую команду, которая будет нам помогать. И взять этого человека на аутсорсинг. Так что это ж получается каменный век какой-то? Так а что, если я не работаю, так моя команда работает? Так а что? Это получается, что работать все-таки придется, а вот и выходит, что легко, ребятки, не будет, но это не точно. А знаете почему? Потому что труд присутствовать будет по-любому. И тут я вас разочарую. Даже если вы захотите быть блогером, вам все равно придется совмещать это со своей семьей, с домашними делами, вам придется высыпаться, и видеозапись для вас станет как тренировка, ежедневной привычкой, без которой просто уже невозможно жить. А потом еще монтировать придется. Ну, в общем, очень-очень много хлопот, особенно если вы будете делать это все самостоятельно. Поэтому труд, представляете, будет присутствовать. Но если у вас есть ваше любимое дело, то абсолютно резонно, что вы будете кайфовать от этого процесса. И удовольствие будет значительно больше, чем просто ходить на работу и каждый день глаза в глаза встречаться с вашим злым руководителем. Вот так. Ну и, собственно говоря, подводя итог нашего дайджеста, хочу вам сказать: делайте то, что любите, и да пребудет с вами органический трафик.